Все мы сталкиваемся с проблемой такой, что многие люди не могут нормально со своей собакой гулять. Это заключается в том, что не хватает оборудования, собака не подходит ко мне, но оборудование в плане, есть некоторые примочки, чтобы это все исправить. Собака не подходит ко мне, собака при виде другой собаки бежит к другой собаке, например, ну и это может быть какая-то драка, либо же потасовка, либо же вот как у меня большая собака, она очень любит как бы маленьких собак, то есть, ну, и с ними играться. Но опять же таки из-за того, что она большая, она их просто валит, и хозяева маленьких собачек, особенно там такс, мопсов и всех вот этих маленьких, вот, они как бы этого не понимают. То же самое, собака не хочет рядом идти. Поэтому я снял видео, которое называется «5 лайфхаков, как лучше для хозяина и для собаки, опять же таки его, гулять на улице». Итак, поехали. Первый лайфхак – это радиоошейник. Штука эта незаменимая. Смотрите, что это такое. Вкратце о нем я сейчас расскажу, но вообще у нас есть здесь видеообзор этого радиоошейника. Его можно посмотреть. Я выбрал, ну, действительно самое лучшее, то, что есть сейчас на рынке, вот эту модель. Это не реклама, просто я вам даже расскажу, как это все выбирается, вот, и какой ошейник лучше всего. Вот сейчас собака у нас бегает, то есть я за ней вообще не слежу. И я не буду, то есть, орать ей там «Кора, ко мне» и все остальное. Она уже приучена, что по клавише она должна подойти ко мне. Вот, сейчас мы собаку зовем, то есть даже непонятно, где собака. И вот она не спеша, так как у нас это маламут, смесь непонятно с кем, скорее всего папа хаски или кто-то в этом роде. Вот у нас, ну, как нам сказали, что лайка, но лайка с хаски, они тоже такие породы смежные, вот, поэтому вот такое. Это был первый лайфхак, о котором, опять же таки, подробнее я расскажу в другом видео, чтобы вы смогли посмотреть. Потому что многим людям, ну, как бы это не подходит, потому что здесь есть и электрошокер, который при непослушании собаки, его можно использовать. Вот. То есть, опять же таки, собака бежит к другой собаке, электрошокером вы ее отвлекаете, то есть, хоп, собака такая не знает, что случилось, и все, она останавливается, то есть вы ее отвлекли, и уже можно подзывать другой клавишей. Также здесь есть вибра, которая помогает в обучении и в тренировке собаки. То есть вибра это нет, первая клавиша, ну, звуковой сигнал это ко мне, то есть я сейчас вообще, у меня собака забежала, я не бегу за ней и не ору там «Кора, ко мне», там транспаранты и все остальное, то есть я этого не делаю. Я нажимаю только сигнал, собака подходит ко мне. Это был первый лайфхак. Смотрите это видео до конца. Делитесь со своими друзьями, знакомыми. Опять же таки, у кого есть собаки. Здесь я собрал 5 самых действенных техник, чтобы облегчить вашу жизнь и жизнь вашей собаки. Потому как разные случаи бывают. Итак, мы поехали ко второму лайфхаку. Второй лайфхак – это строгач. Хоть и многие знают, что это такое, но не многие это покупают. Без строгача, в принципе, ну как, я его не покупал. Это получается, мне иногда приезжает ко мне мама и тоже выгуливает собаку, потому как бывают времена, когда у меня работы очень много, и я физически, ну, не успеваю с собакой гулять. Поэтому мне мама помогает. И мы столкнулись с такой проблемой, что собака очень сильно тянет. То есть прям, ну, вырывается, я не знаю, с поводка. Поэтому, чтобы приучить собаку ходить рядом прям вообще идеально, нужен строгач. Это 100%, я вам говорю. Можете не переживать за то, что собака повредится, либо же что-то в этом роде будет. У собаки очень сильно развита вот эта часть шеи. Потому как, если брать физиологию собаки, то когда даже они играют, вы могли заметить, что собака кусает за шею, собака кусает за бок, собака кусает за живот. Но живот не так защищен, как, например, шея. Поэтому все вот эти вот вещи, те, которые надеваются на шею, они, в принципе, безвредны для собаки. Но, опять же таки, если это использовать в нормальном количестве. То есть собака тянет, отдернули, собака тянет, отдернули, команда рядом, собака тянет, отдернули, команда рядом. Все, она будет ходить идеально рядом. То есть через буквально 2 недели, ну, опять же таки, это зависит от породы собаки, но через 2 недели я вам гарантию даю, то, что собака будет ходить очень рядом. Даже нереально, как рядом она будет идти.
Ребята, третий лайфхак. Это самый, ну, я думаю, важный лайфхак, потому что он позволяет больше собаку как бы выматывать, ну, данную породу, да, либо же маламута, либо же хаски, либо же ездовую собаку, пора стоять. Во-первых, эта шлейка, сразу как бы то, что можно приобрести. Эта шлейка защищает ее бок от других собак, вот этими всеми штуками. И это тот же самый ошейник. Вот. Ошейник я брал специально пошире, потому как я заметил, что собаки, ну, когда гуляют, ну, это у них от волков, они кусают вот именно за шею, вот эта часть и часть живота. То есть у нас здесь часть живота тоже закрыта. Ну, опять же таки, обзор шлейки я покажу уже отдельно, потому как это очень важная деталь. Шлейка позволяет собаке что-то тягать, то есть это санки. Я вот придумал колесо, вот мы нашли тут колесо в посадке, то есть она тягает колесо, потому что этой собаке нужно развиваться. Хаски, маламуты, ездовые собаки, они должны как-то развиваться, они должны что-то тягать за собой. Вот. Обзор этой шлейки, хоть мне и сказали, что эта шлейка не такая, но она на этой шлейке все нормально тянет. Опять же таки закрывается живот, это защита от мелких собак. Третий лайфхак – это как защитить вашу собаку. Даже бывают такие случаи, что на вашу собаку набегает куча других собак дворовых. Они по-любому нападут, когда их больше двух особей, да, скажем так. Потому как, например, когда одна особь, она никогда, один на один они не нападают никогда. Когда их стая, они на вашу собаку нападут 100%, а их сейчас везде, то есть немерено. Поэтому это третий лайфхак, как раз чтобы защитить вашу собаку при нападении других собак, либо же, ну, скажем так, других домашних собак, потому что есть такие собаки породы питбули, амстафы и все остальное, они тоже могут напасть при неправильном хозяине. То есть все, ну, 80% воспитания собаки все равно оно зависит, как ни крути, от хозяина. Как хозяин воспитывает собаку, так оно как бы это все и есть. То есть у меня, например, уже собака с полугода, она уже гуляет полностью без поводка, она реагирует на все команды, ни на кого не нападает, никуда не бежит. Опять же таки, можно посмотреть это по первому лайфхаку. И опять же таки, второй ошейник тоже дает дополнение. Первый ошейник я купил 3 сантиметра. Вот. Второй ошейник еще 2 сантиметра. То есть 5 сантиметров шеи у нее защищено. Ни одна собака не прокусит ей шею. Ну и, ребята, спасибо, что досмотрели хотя бы до середины. Сейчас пойдет как бы самое интересное. Вот. Потому как у нас 4-й лайфхак. И это как защититься от дворовых собак, даже когда они нападают. Опять же таки, этим способом можно защититься даже от домашних собак. Потому что я уверен, что 90, да даже 98% своих хозяева не учат своих собак защищаться именно от этого. Вот такая вот штука, вот, то есть что она делает? Это электрошокер, который издает вот такой звук. Этого звука, как правило, боятся абсолютно все собаки. То есть это идет как отпугиватель собак. То есть, но опять же таки, возникает вопрос, который, скорее всего, вы напишите в комментариях. Но я бы хотел, чтобы вы этот вопрос задали. А как же будет моя собака на это реагировать? Вот, то есть, если дворовые собаки разбегаются, если разбегаются, скажем так, другие домашние питомцы, но опять же таки, может быть такая ситуация, ваша собака вот гуляет, и сейчас вот с горы спускается агрессивный, допустим, алабай, либо же питбуль. Вот. То есть, ну, у меня получается собака, опять же, повторюсь, смесь маламута с, скажем так, ну, с хаски, потому что непонятно, что это как бы за собака получилась вот у нас. Она довольно-таки уникальная, потому что это смесь, но я посмотрел, эта порода называется аляскис. То есть, это смешанные породы делают, чтобы она, скажем так, не была ну, маленькой, да, такой по размеру, как хаски, и не была большой по размеру, как маламут. То есть у нее средние размеры. У нее в холке сейчас 61 сантиметр получается, в ее 9 месяцев. И по весу она 39 килограммов сейчас весит. То есть вот опять же таки, моя собака абсолютно этого не боится.
То есть эти 5 лайфхаков, это как обобщающая как бы страница нашего канала, потому как меня очень многие люди, с которыми мы гуляем, да, они очень много задают вопросов в плане того, что собака не подходит ко мне, нападают другие собаки, моя собака, ну грубо говоря, их собака бежит к другим собакам, сама провоцирует как бы драку эту, либо же нападение, либо же, ну, вообще гульню, потому что моя собака, например, бежит, она думает, что она будет гулять, а я понимаю, что собака там агрессивная, то есть гулять они не будут. Ну, либо же не понимаю этого, поэтому я уже после случая как бы с овчаркой, там получилось, что овчарка это мальчик, а у нас девочка, то есть они в принципе никогда не должны драться. Ну, это как я раньше думала, а получилось так, что они зубами поклацали, ну, как бы и все. Но опять же таки, неизвестно, что там бы было бы, но слава богу, как бы расцепили и все хорошо. И опять же таки, 5-й лайфхак. Отдельно будет видео по поводу этого. Это как быстро выгулять собаку и как выгулять ее полноценно, когда у вас мало времени. Поэтому отдельно короткометражку, чтобы уже не затягивать это видео, вы можете посмотреть прямо сейчас.